Прямо сейчас твой ночной клуб – это просто дорогая дискотека, которая жрет деньги, а не приносит их. Большинство игроков даже не заглядывают в подвал. Для них пара тысяч долларов с бара – это предел, эдакая типичная ночной клуб, новичок, зарплата. Но это полная чушь, забудь про эти копейки. В этом видео я наглядно покажу, сколько дает денег ночной клуб при грамотной прокачке, а это миллионы стабильной прибыли без твоего активного участия. Сегодня мы пошагово разберем, как правильно настроить ночной клуб GTA 5 для прибыли, начиная от выбора локаций и заканчивая секретами найма персонала. Ваша цель – это тот самый ночной клуб и пассивный доход GTA, о котором все говорят, но мало кто умеет его выстраивать. Мы посчитаем математику бизнеса, и вы узнаете до доллара, сколько приносит ночной клуб в час и за целую игровую сессию. По сути, это ваш финальный и самый подробный ночной клуб GTA Guide, после которого никаких слепых зон не останется. Усаживайтесь поудобнее, заваривайте чай, а мы спускаемся в подполье Лос-Сантоса. Итак, первый шаг – покупка. Вы открываете сайт Maze Bank Foreclosures, и тут возникает главный вопрос. Где ночной клуб лучше всего брать? Карта огромная, и то, где находится ночной клуб в GTA 5, напрямую влияет на скорость ваших будущих поставок. Спойлер! Никогда не берите дешевые варианты в порту или Elysian Island. Ездить оттуда – сущий ад. Лучший ночной клуб GTA 5 – это тот, что расположен в центре, ближе к основным трассам. Если спросите меня, какой ночной клуб лучше, я однозначно рекомендую Strawberry. У него идеальный выезд прямо на шоссе, что сэкономит вам массу времени. Теперь о том, как купить ночной клуб в GTA 5 и не разориться. При выборе опций многие ютуберы показывают лучшие ночные клубы с максимальной прокачкой интерьера, но на старте вам это не нужно. Как купить ночной клуб грамотно? Берем только голое здание. Никаких танцоров, сухого льда или дорогого освещения – это визуальный мусор, цена которого миллионы, но никак не увеличит доход ночного клуба. Сохраните эти деньги для подвала. Как только клуб куплен, давайте разберем легальную часть бизнеса – танцпол. Если поддерживать шкалу популярности на максимуме, ваш сейф ночного клуба в GTA 5 будет стабильно пополняться на 50 тысяч долларов каждый игровой день. Это 48 минут реального времени. Вам не нужно возить скучные миссии рекламы. То есть не выбирайте реклама клуба через компьютер. Это бред. Сейчас можно периодически забежать в клуб и выкинуть из него буйного. Может также попасться отвести VIP-клиента, но это тоже не надо делать. Смените сессию, зайдите позже. Но это лишь верхушка айсберга. Спускаемся в подвал, в теневую часть империи. Самый частый вопрос в комментариях: как настроить ночной клуб в GTA, чтобы он приносил миллионы, пока вы спите? Для этого вам понадобится не только ночной клуб, но и техники. Это специальные NPC, ваши серые кардиналы, которых вы нанимаете через компьютер найт-клаба. И здесь кроется главная механика. Запомните главное правило в GTA Online. Ночной клуб, техники работают полностью автономно, вам больше не нужно ездить на другой конец карты и воровать сырье. Каждый нанятый техник ночной клуб будет самостоятельно и незаметно добывать товар ночного клуба GTA Online, пока вы играете в гонки или проходите ограбление. Но есть один важнейший нюанс. Клуб сам по себе из воздуха ничего не производит. Чтобы эти парни могли работать, вам необходимо купить и запустить ночной клуб и предприятие. Если у вас их нет, техники будут просто сидеть без дела. Какая связка самая прибыльная? Вам нужна золотая пятерка, склад спецгрузов или ангар, бункер для оружия и 3 лучших мотоклуба, Кока-кола, витамин и фальшивые деньги. Даже если эти предприятия будут стоять абсолютно пустые, без сырья, это не имеет значения. Главное, чтобы они не были на паузе. Как только вы связали эти бизнесы через компьютер, товары начнут физически появляться в вашем подвале. Это происходит медленно, но верно.
А сейчас до 14 мая склад наполняется из-за бонусов в 2 раза быстрее. Если ты хочешь вовремя узнавать о реально крутых бонусах, подпишись на мой Telegram, ссылка в описании. Там нет рекламы ваниша, рассрочки на туалет и 100 постов мусора из GTA в день, как у других блогеров по GTA Online, только реально важные новости, бонусы и скоро будут розыгрыши. Ссылка в описании. Вам нужно лишь изредка спускаться вниз и проверять, как заполняется ваш склад ночного клуба. Обязательно наймите всех 5 доступных сотрудников, ведь эти техники окупают свои зарплаты невероятно быстро. А как только склад будет забит под завязку, наступит время сорвать куш. Да, многие уже сейчас напряглись, так как я наговорил уже на кругленькую сумму затрат. Но давайте оставим подсчет на конец видео. Более того, бонусом я выдам вам еще одну базированную вещь в конце, которая вам поможет, особенно если вы попали на мои видео в первый раз. Так вот, поговорим про вместимость. Чем больше товара, тем реже вам придется отвлекаться на миссии продажи. В GTA 5 Online товары ночного клуба требуют огромного количества места. Поэтому ваша важнейшая инвестиция на этом этапе – зайти на сайт недвижимости и докупить все 5 ярусов. Да, на склады надо потратить приличных денег на этапе покупки, но именно это позволит вам накапливать продукции на сумму более $1 миллиона за один раз. Но чтобы этот гигантский доход ночного клуба доехал до покупателя в целости, нужен правильный транспорт. Изначально игра дает вам бесплатный фургон Speed Custom. Для мелких поставок он идеален, но для максимальных партий вам нужно зайти на Warstock и купить тяжелый грузовик Pounder Custom. Обязательно прокачайте на нем броню. На каком-то видео я напал на такой грузовик на опрессоре, поэтому могу вам сказать. На него не наводятся ракеты, и он держит более 10 ракет, вроде 12, точно не помню. Так что смело ешьте 10 ракет, если на вас напали, перед перезаходом в сессию. Может и довезете. И сейчас, внимание, главная ошибка новичков. Ни в коем случае никогда не покупайте средний грузовик Mule. Он медленный, неповоротливый, застревает в текстурах и просто превратит вашу доставку в кошмар. Продавать товар лучше всего в полных открытых сессиях. Да, это риск, но за каждого игрока в сессии вы получаете бонус, Surprise, motherfucker! что может увеличить вашу итоговую выплату почти в 1,5 раза. Вы садитесь в свой бронированный грузовик, тараканите груз на одну точку и забираете свои миллионы. Секрет доставки в полной сессии очень прост. Первое – это правильное расположение клуба. Второе – использовать правильно скрытую метку. Многие не знают, но скрытие через Лестера не скрывает ваш груз, только вашу метку. Но при этом многие решают вообще не юзать его при доставке. Оба варианта ложные. У вас есть 60 секунд до момента, пока ваш груз появится на карте. И эти же 60 секунд у вас можно скрыть метку персонажа. Почему это не использовать? Любой залетный грифер, который просто летел дать вам леща, даст вам его только с большей радостью, если увидит, что вы катитесь на этом жирном грузовике. Все понимают, как сгорит ваше седло, если вас слить, поэтому лучше офните радар сразу через Лестера, а когда 60 секунд пройдут, то обязательно отключите через скрытую организацию. Обычно этого время хватает или на доставку в целом, или чтобы уехать на край города, ближе к конечной точке, где мало кто тусуется. Главное, я забыл сказать, что еще обязательно надо купить улучшение оборудования в ночном клубе, а это 1,5 миллиона. Я продаю обычно на сумме чуть больше миллиона и выходит в открытый где-то 1,5 стабильно. Но вы уже увидели, что инвестиции просто огромные. Но надо понимать, что деньги в GTA Online очень быстро исчезают на авто. И часто даже на ненужные бизнесы, которые можно было и не покупать. Они могут не давать ни денег, ни контента. Но зато, как сильно выручает меня этот склад, когда я бегаю в перестрелках несколько дней, у меня уходит на липучки, разрывные и прочее, под миллион. И тут склад прям в точку проехал за 10 минут.
и опять можно заниматься дурью. Также и с сейфами, по ним тоже скоро выпущу гайд. Сейчас будет важная инфа, как бонус, о чем я говорил ранее. Я не могу тут еще 10 минут рассказывать конкретные цифры, сильно долго, но эту инфу я имею и оставил ее в Телеграме, ссылка в описании, в закрепе. Важно, что если вы перешли на этот ролик из моего видео по криминальному синдикату, теперь вы знаете, как завершить постройку своей империи. А если вы случайно наткнулись на этот гайд, и у вас еще нет ни бункера, ни байкерских бизнесов, чтобы запитать подвал, немедленно кликайте на видео на экране или в описании. Это мой фундаментальный хаб-гайд, где я пошагово разбираю, как получить все эти базовые бизнесы с нуля и выстроить свою первую монополию. Пишите в комментариях, что думаете. Если гайд помог, оставьте коммент об этом или поправьте меня, может, увидели неточности в видео. Подписывайтесь на канал, бейте в колокол и до встречи на улицах Лос-Сантоса.